вот так народ тусит. Просто селедки в бочке. Водичка довольно чистенькая. Очень даже комфортно. Как на Мальдивах каких-то, что ли. Всем привет. Озеро Свитязь, будний день. Давайте я вам покажу, что творится. Какой будний? Выходной день. Давайте покажу, что тут творится по выходным. Это если лицом стоять к озеру, то с правой стороны вот этот пляж, он битком забит. Центральный пляж тем более забит. Вот такие спуски к воде, довольно крутые, но берег пологий, песчаный. И вот смотрите, довольно мелко. Но оно везде так по побережью. И вот так народ тусит. Слава богу, не все это место знают, поэтому тут относительно еще свободно. Ну, очень относительно. Подходим к основному пляжу, в раздевалку. Человек 15, было и 20, и больше. Ну вот смотрите, какой дурдом. Сколько людей просто плечом к плечу. И вот что в воде происходит. Просто селедки в бочке. Ну вот, тут практически по головам ходят. Ну, народу реально тьма. Но умудряются еще шашлыки жарить. В общем, даже возле дороги люди расположились, хотя до воды идти очень далеко, но просто мест нет. Физически нереально это все. Но люди как смогли, так и приспособились. Идем в сторону стоянки. Мы подъезжали, она была вся забита. Там по ту сторону тоже есть стоянка, и она забита. Машинами забита все вдоль дороги по одну и по вторую сторону. Не знаю, насколько видно. Вот в ту сторону машины просто по обочине. Все стоят там, наверное, на километр по обе стороны. Кто на зеленой зоне, кто где. Хотя были гаишники. Ну, судя по всему, такую массу машин не физически разогнать. В общем, примерно такая ситуация. Это я послушал жену. Говорит, поехали. Выходной день, говорю, будет толпа. Нет, не будет. Ну и в итоге что? Сама в ужасе. Но она, конечно, эту ошибку все равно не признает. Но в коем веке уступил жене и попал в просак. Кто любит такой вид отдыха, милости просим по выходным. Будние дни раза в 3 народа меньше примерно. Ну, тоже много. Но такой концентрации людей я, честно говоря, не видел. Потому что я сюда только в будние дни приезжал. У кого отпуск, тот может спокойно в будний день приехать, хотя и в отпуске, но умудрились, в общем. Ну, вот так это выглядит ближе к берегу. Смотрите. Не очень комфортно. Ну, при всем, вода все равно прозрачная достаточно, хотя ее взбаламутили. Ну, смотрите, вода чистенькая, красивенькая. Но людей очень много. Ну, сейчас пройдемся к этой беседке, с которой все любят прыгать. Вот по другую сторону. Здесь немножко поменьше людей, но все-таки. Здесь вообще просто кишит. Ну, даже некомфортно, буквально по головам друг друга ходят. Здесь, как ни странно, не очень много людей, хотя хватает. Мое любимое место для купания с левой стороны. Здесь всегда людей меньше. Ну, смотрите, водичка довольно чистенькая. Очень даже комфортно все-таки. Просто на берегу негде лечь. А купаться, ну вот с этой стороны купаться можно. Детки балдеют, им хорошо. Вот чем мне это место нравится. Вот здесь почему-то как-то отличается дно. Хоть и взбаламучено, оно все равно чистое. Такой вот, как на Мальдивах каких-то, что ли. Смотрите. Вода реально красивая, но очень красивая. Песочек очень мелкий. В общем, смотрите и решайте, стоит ли по выходным ездить на озеро Свитязь или нет. Потому что пляж здесь очень маленький, а людей приезжает очень много. Люди расположились практически у дороги. До озера очень далеко идти. Но зато здесь посвободнее немножечко. Вторая дальняя стоянка вся забита. Ну, вон пару мест освободилось буквально. Ну и вот вдоль дороги в самый горизонт уходят машины. Причем под знаками.
А что поделаешь? Такова жизнь. Ну, вон машины под знаками, а там ГАИ. Ну, дежурят, никого не гоняют. Может и хорошо, может и плохо. Не, ну хорошо, людям же хочется охладиться. Но мне такое столпотворение не очень нравится. Я небольшой любитель толпы, но раз приехал, так приехал. Кстати, прокат Сабборд. Народ берет Сабборд на прокат. Ну, цена нормальная, адекватная. 15 рублей полчаса, час 25 рублей белорусских. Делите на 3, получится в долларах. Ну и правее от озера вот такой лесочек. Тут тоже куча спусков, куча мест. Люди прямо в лесу расположились. Ну, тоже неплохо. Зато тенек в 30 градусов хорошо переносится.